Здравствуйте, друзья! Чем питались славяне? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Племена Росичей, Русичей, Поляне, Древляне, Боровичей и других жили вдоль самого Днепра и его притоков: Рось, Роська, Рассава, Расставица и еще около 3 десятков небольших рек и ручьев. Они в 8-10 веках вели сравнительно скромное сельское хозяйство. Трудно представить, но набор исходных продуктов был крайне ограничен. Весной сеяли ячмень, овес и рожь. Про пшеницу еще не знали. Она появилась позже, а тогда для выпечки хлеба использовали в основном ячмень и рожь. Помол муки представлял сложную работу, поэтому в главной слободе каждого племени имелась ручная каменная мельница. Жители везли зерно в слободу, а там производили помол. За это половина муки оставалась в самой слободе, где проживал воевода и его дружина. Ячмень дробили при помощи специальных молотков. Потом из дробленки варили каши. Торговля с Причерноморским краем, а ее ввели в период половодья, помогла получить гречиху. Она свое название получила от греков, проживавших на северных берегах Черного моря. Очень неприхотливое растение стало основой для каш и муки из гречневой крупы. В приднепровской зоне гречиха показала высокую урожайность и засухоустойчивость. О картофеле в те далекие годы и не помышляли. Его просто не было. Его роль выполняла брюква. Двулетнее растение, требующее определенного ухода и полива, давало небольшой урожай – около 100-150 кг с сотки. Тогда таких мер еще не существовало. Брюква хранилась до середины весны и позволяла нашим предкам поддерживать себя довольно бодрыми до свежей зелени. Репа являлась одним из основных растительных продуктов. Ее парили в печах, что снижало резкость вкуса и повышало усвояемость. Видимо, в те далекие времена и родилась сказка про репку. Существовала и капуста, но она не завязывалась в кочаны. Это была листовая капуста, похожая на современные салаты. Хранилась она крайне плохо, поэтому использовалась только летом и осенью. Ранней весной для питания использовали крапиву. Ее ошпаривали, а потом поедали мягкие листья, содержащие полный набор витаминов. Войны с кочевыми племенами хазар неожиданно принесли на Древнюю Русь семена тыквы. Тыкву выращивали повсеместно. Ее семена разбрасывали вдоль тропинок и дорог. Тыква хорошо хранилась в течение зимы. Ее запаривали и добавляли в каши. Часто тыкву применяли в качестве приправы к мясу. Огурец имеет именно приднепровское происхождение. Огурцы не являлись основным продуктом, но их использовали, чтобы несколько разнообразить стол. Лес помогал выжить. В лесах собирали грибы, которые варили, а еще больше сушили, чтобы в течение зимы отваривать и добавлять в кашу. Белок грибов подобен мясному и имеет отличный вкус. В лесах собирали ягоды, дикие груши и яблоки. Варить варенье или компоты еще не умели, поэтому потребляли в свежем виде. Некоторые ягоды высушивали и зимой ели сушеные ягоды. Как появился в этих краях лук, доподлинно неизвестно. Наши предки умели его выращивать и на репку, и на перо. Чеснок пришел вместе с воинствующими хазарами. Те использовали его для приготовления мяса. Тушили в больших ямах. Наши предки переняли у своих постоянных врагов такой способ приготовления мяса. Масло? Его заменял жир от животных, добытых на охоте. Растительного масла не было в рационе питания наших предков. Молоко еще не стало продуктом питания. Только небольшие стада коз могли давать весьма ограниченное количество молока. Крупный рогатый скот был представлен турами, которые и стали предшественниками современных коров. На них шла охота, а телят отлавливали и использовали в качестве тягловых животных. На быках и коровах пахали, их держали только ради мяса. Позже их стали держать и ради навоза, которым стали удобрять поля. В лесах водились пчелы, и бортничество позволяло получать мед. Его не разбазаривали и гнезда не разоряли. В стволах деревьев вырубали небольшие отверстия, через которые вырезали часть сотов. Именно эти соты и давали углеводы и сладость. Через некоторое время пчелы заделывали повреждения в стволах или использовали отверстия в качестве дополнительных литков.
По весне добывали сладковатый березовый и кленовый соки. Эти соки помогали ранней весной получить набор витаминов и сладости. Занятие по добыче сока деревьев было довольно серьезным делом. Есть подтверждение, что из кленового сока выпаривали влагу и получали концентрированный сироп. Охота позволяла запасать мясо. Охотились на кабанов, туров, лосей, барсуков и зайцев. Шкурами животных утепляли жилища. Чтобы выделать шкуры и пошить из них теплую одежду, нужны соль и кислота. Соль выменивали на торгах в низовьях Днепра. Для получения кислоты использовали щавель. Выжимали щавелевый сок, разводили водой и производили пиклевание шкур. После пиклевания шкуры приобретали прочность и эластичность. Носкость вещей повышалась многократно. Охотились также на соболей, куниц, белку. Их шкурки тоже выделывали солью и щавелевой кислотой. Именно эти шкурки, а также мед, являлись основной валютой для обмена на торгах с греками. Добытых пушных зверьков также съедали. Особенно ценились белки, обладающие очень нежным мясом. Где-то в начале IX века научились засаливать мясо и сало. После засолки они могли храниться довольно долго. Соленое мясо и сало являлось основной белковой и жирной пищей в походах. Особое место занимала рыбалка. Ловили с помощью вятелей, ловушек, сплетенных из ивового прута. Вятель забрасывали в воду, а через некоторое время в него заплывала рыба и заползали раки. Вятель вынимался наружу, собирался улов. Рыба на столе наших предков была значительно чаще, чем мясо. Наверное, тогда и стали готовить уху. Раков запекали в углях. Они быстро становились очень вкусными и ароматными. Сегодня трудно представить, как с таким скудным набором продуктов можно было существовать. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.